Сведения о военных действиях в прошлом преимущественно опираются на исторические и литературные рассказы древних авторов, таких как Аристотель, Фукидид, Геродот и Гомер. Эти древние сведения бесценны для нашего понимания истории. Однако эти источники недостаточно информативны и предвзяты в зависимости от предубеждений отдельных авторов. Как, к примеру, Геродот в своих работах подчеркивал различия между греками и варварами, намеренно прославляя греков-граждан и преуменьшая роль наемников. При этом большая часть наших знаний о битвах при Гимере 480 и 409 годов до нашей эры происходит из исторических текстов Геродота, жившего около 484-425 годов до нашей эры, и Диодора Сицилийского, который жил в первом веке до нашей эры на Сицилии в римский период. Согласно этим источникам, в 480 году до нашей эры союз Сиракуз и Агриджента разгромил карфагенскую армию у Гимеры, а греки получили большой выкуп от карфагенских колоний. Геродот и Диодор Сицилийский писали, что эта победа состоялась благодаря помощи греческих союзников. Но спустя почти 70 лет, в 409 году до нашей эры, Карфаген под командованием Ганнибала Магона снова нанес удар, и Гимера пала. Геродот этих событий не застал, но Диодор Сицилийский упоминал, что в проигранной битве Гимера не получила помощи. Греческий город Гимера был основан около 648 года до нашей эры на северном побережье Сицилии греческими переселенцами из Анклы, современная Мессина, и политическими изгнанниками из Сиракуз, более ранних греческих колоний на Сицилии. Стоит отметить, что Сицилия в те времена была колонизирована не только греками, но и переселенцами из Карфагена, начиная с VII века до нашей эры. Благодаря своему стратегическому положению Гимера контролировала морские пути вдоль побережья Сицилии со стороны Тиринского моря, а также основные сухопутные маршруты через остров. А сама Древняя Греция после темных веков в архаические и классические периоды представляла собой серию полисов, городов-государств, с различными традициями, этническими группами и диалектами. Греки имели тенденцию делить мир на греков и негреков, которые, по их мнению, были варварами. В упомянутые периоды вооруженные силы Греции в основном состояли из солдат-гоплитов, тяжело вооруженных самофинансируемых граждан, которые служили своим собственным полисам и союзникам. Гоплиты рассматривались как архетип греческих идеалов чести, гражданства и демократии. Большинство гоплитов в классической материковой Греции были частью небольших ополчений соседей и родственников, защищающих свою землю, а не профессиональными наемными солдатами. Однако наемники использовались в армиях по всему Средиземноморью, особенно после распространения чеканки монет в архаический период. Они помогали как греческим полисам, так и другим государствам. Ранние наемники 8-7 веков до нашей эры часто представляли собой небольшие группы специалистов, привлеченных для поддержки гражданских армий, и могли иметь как греческое, так и другое культурное происхождение. Некоторые из них могли быть намеренно набраны из районов, известных своей воинской доблестью, например, лучники из отдаленной Скифии. Военная практика и политическая организация Сицилии отличалась от материковой Греции преобладанием тирании, с небольшими проблесками демократии. Тираны были городскими лидерами, не обязательно из самих городов, которые захватили власть хитростью или силой. У некоторых тиранов была поддержка населения, а у других нет, и им приходилось выкручиваться, дабы поддерживать слабый контроль. Известно, что тираны насильственно перемещали слои населения и нанимали телохранителей для защиты, включая иностранных наемников. Важно отметить, что греческие тираны осуществляли территориальную экспансию по всей Сицилии, что привело к разделению острова на прокарфагенскую тиранию, как Селенун с Гимерой, а также антикарфагенскую, как Сиракузы и Агриджента. Кстати, первая битва 480 года до нашей эры началась через несколько лет, как Гимера отошла под влияние греков. Отношение к наемникам в Древней Греции. На этом аспекте стоит остановиться более подробно, ведь этот факт важен для понимания исторических текстов. Не оспаривается, что наемники греческого и другого происхождения использовались в армиях по всему Средиземноморью.
Сам Геродот ясно сообщает об их присутствии в карфагенской армии, напавшей на Гимеру. Однако Геродот и Диодор Сицилийский прямолинейно не сообщают, нанимали ли сицилийские и греческие тираны негреческих наемников, чтобы сражаться в одних рядах с гражданами. Литературные источники предполагают, что тиран из Гелы Гиппократ нанимал местных сицилийских представителей древнего народа сикулов для своей армии, а Гелон, сменивший Гиппократа на посту тирана Гелы и Сиракуз в V веке до нашей эры, нанимал греческих наемников из Аркадии в 480 году до нашей эры. Однако к 466 году до нашей эры тирания в Сиракузах была отменена, и Диодор Сицилийский упоминает, что Гелон предоставил гражданские права 7 из 10 тысяч иностранных наемников, позволив им остаться в городе в качестве граждан, несмотря на недовольство, которое это вызвало среди остальной их части. Такой социальный лифт от наемника к гражданину влиял на идеи гражданства и идентичности в полисах Сицилии, обеспечивая путь для варваров или посторонних в полисы. В то время как пехотинец Гоплит был символом других социальных изменений в древнегреческом мире, таких как рост среднего класса в классический период, использование наемников, возможно, рассматривалось как их противоположность, несмотря на растущую популярность этой практики. А термины для описания наемных солдат в классический период становились все более уничижительными. Древние писатели, в частности Геродот, писавшие в классический период, разделяли подобные пренебрежительные взгляды на наемников и, возможно, намеренно преуменьшали их роль в греческих армиях. Однако археологические находки при Гимере, включая оружие и братские могилы солдат, позволили исследователям оценить исторические тексты этих авторов. При этом, помимо описаний древних авторов и археологического контекста, свидетельствующих о том, что люди из массовых захоронений сражались за Гимеру, мало что известно о происхождении захороненных солдат. Поэтому в новой работе авторы выполнили анализ изотопов стронция и кислорода из останков в захоронениях, связанных с двумя исторически значимыми битвами при Гимере 480 и 409 годов до нашей эры между пуническим Карфагеном и сицилийскими греками, представляя необходимые прямые доказательства, дополняющие письменные источники, и проверяя два их основных тезиса, в которых сообщается, что первая битва 480 года до нашей эры была выиграна греками при помощи союзников, а вторая 409 года до нашей эры, наоборот, была проиграна без такой помощи. Результаты. Большинство людей из захоронений, связанных с битвой 480 года до нашей эры, демонстрируют неместные изотопные значения, поддерживая интерпретацию того, что солдаты из других мест помогали Гимере в этой битве. И наоборот, большинство людей из захоронений 409 года до нашей эры демонстрируют местные изотопные значения, что подтверждает литературные свидетельства о том, что в основном местные солдаты защищали Гимеру в 409 году до нашей эры и потерпели поражение. Однако это исследование свидетельствует об одном аспекте войны, который не подчеркивался древними историками, а именно о присутствии наемников из-за пределов Сицилии и даже Греции среди солдат, защищавших Гимеру в 480 году до нашей эры. Сравнительно высокие значения стронция у неместных воинов указывают на регионы с более древними породами, как палеозойские граниты центральных Киклад в Эгейском море или триасовые песчаники и палеозойские метаморфические породы вдоль каталонского Приморского хребта на северо-востоке Пиренейского полуострова. Гимера, Агриджента и Сиракузы имеют одинаковые значения стабильных изотопов кислорода, однако у неместных солдат 480 года до нашей эры эти значения выходят за рамки этих городов, указывая на то, что они не были сицилийскими греками. Их сравнительно низкие значения изотопов кислорода предполагают, что они произошли из регионов, расположенных дальше вглубь страны и выше, чем Сицилия по высоте и широте. Столь же низкие значения были зарегистрированы для Эфеса, греческих Фив и Аполлонии Понтийской на юго-востоке современной Болгарии. А в целом данные изотопов стронция и кислорода свидетельствуют о том, что многие солдаты могли прибыть из других регионов Средиземноморья, привлеченные на Сицилию в качестве наемников для пополнения греческих армий. Выводы. Археологические следы битв при Гимере
предоставили беспрецедентную возможность проверить исторические сведения о битвах, записанные Диодором Сицилийским и Геродотом, и оценить состав греческих армий в классический период. Соотношение стабильных изотопов из массовых захоронений, связанных с битвами при Гимере, подтверждают рассказы древних историков о Греческом союзе, который спас Гимеру в 480 году до нашей эры и сделал Гелона знаменитым правителем Сицилии. Солдаты, помогавшие Гимере в 480 году до нашей эры, вероятно, включали иностранных наемников, в том числе и нанятых Гелоном, которые уже присутствовали в Сиракузах до битвы. Широкий диапазон изотопных значений солдат 480 года до нашей эры указывает на ключевую роль иностранных наемников в победе Греции. Изотопные данные также подтверждают утверждение древних авторов о том, что в 409 году до нашей эры Гимера не получила помощи, что привело к ее гибели. Греческие историки были одними из первых, кто записал рассказы и истории своего народа, а большинство письменных источников подобной древности были утеряны со временем, что повышает ценность оставшихся, поскольку они являются не только произведением искусства, но и уникальными источниками информации об исторических деталях, которые невозможно получить иным способом. Однако критическая оценка достоверности этих литературных источников с использованием других имеющихся свидетельств полезна и оправдана. Новое исследование как раз это и демонстрирует, подтверждая достоверность древних записей о битвах при Гимере. Но предвзятые этноцентрические описания древних авторов, вероятно, преуменьшают подлинный состав и неоднородность греческих колоний и армий, связывая победу при Гимере с другими выдающимися победами греков по всему Средиземноморью, например, с битвой при Саламине. А в целом иностранные наемники играли важную роль в военной мощи некоторых греческих армий уже в 480 году до нашей эры. И помимо прочего, они указывают на разнообразие древних общин в Западном Средиземноморье. А я надеюсь, что было интересно. Как обычно, желаю хорошего настроения и до следующих выпусков.